Друзья, всем большой привет! Странные брачные ритуалы были во все времена. Они разнообразны и необыкновенны. Некоторые из них могут повергнуть в шок и навсегда отбить желание заводить семью. У некоторых народностей первый опыт связан с сильнейшим стрессом. Почему туземцы племени Кагоба прячутся от женщин в непроходимых джунглях и даже строят себе убежище, чтобы их не нашли? Женщины в этом племени управляют всем. После того, чем они занимаются, назвать их слабым полом не получится. Они принимают решения во всех вопросах. Без их одобрения не будет построено жилище, по какой цене будут торговать скотом. Даже вопросом, когда мальчику пришло время прощаться с беззаботной жизнью и с кем заводить семью, решают тоже они. В этом племени существует странная традиция, согласно которой свою первую ночь любви молодой человек должен провести со старейшей женщиной, проживающей в этом племени. Обычно это старушка, у которой выпали все волосы и зубы, а тело покрыто множеством морщин. Считается, что таким образом старейшие женщины племени передают свой опыт молодому поколению. Они обучают юношей всем премудростям, чтобы они могли доставлять удовольствие своей жене. Это также является специфической проверкой. Если мужчина смог ублажить такую партнершу, то со своей женой точно справится. После такого зрелища мужская половина племени Кагоба просто перестают желать противоположный пол и заводить потомство. Они просто их избегают и становятся безинициативными. Это единственные мужчины во всем мире, которые не любят постельной жизни. После такого обряда инициации со старой бабушкой возникает отвращение к любой женщине. А ведь самый первый опыт задает направление на дальнейшую жизнь. Женщины же этого племени, наоборот, ощущают себя свободно. Они гнобят своих мужчин и пытаются во всем доминировать. Они выбирают себе мужа сами и постоянно используют своих мужей. Не помогают крики, угрозы и размахивание кулаками. Женщины племени быстро нейтрализуют сопротивление и загоняют мужчину в угол. Пока женщина теряет бдительность, занимаясь вожделенным предметом, мужчина выскальзывает из женских рук и бросается прочь в джунгли. В этом племени картина, когда женщина начинает искать беглеца, считается совершенно нормальной. И тогда разрабатывается целая операция. Пока разъяренные женщины собирают отряд спецназа, их благоверные строят в джунглях бункеры и прячутся там от выполнения супружеского долга. Сопротивляться женской банде бесполезно, потому что они берут мужчин своей численностью. В одной такой берлоге могут прятаться сразу несколько мужчин. Женщины обыскивают джунгли с особой тщательностью. После обнаружения пропажи беглеца возвращают назад. Но мужчины решаются на побег снова и снова, потому что попросту боятся женщин после полученной психологической травмы от ночи любви с самой пожилой женщиной рода. Поэтому над племенем Кагоба нависла угроза исчезновения.